Вы знаете, кто такие тенгрианцы и что такое тенгрианство? Давайте вместе с вами разберемся, что это такое. До принятия мировых религий, ислама, христианства и буддизма, тюрки имели древнюю оригинальную веру тенгрианство, которая основана на вере в Тенгри, бога неба и высшей силы, находящейся во всем окружающем мире. Предположительно, она возникла в конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры. Тенгрианство, как основная религия прототюрков и тюрков, представляет собой сложную религиозную систему. Ее особенность в том, что она понимается не просто как небо в ее природном значении, а как небо – начало всего, небо как единый бог. Для тюрков тенгрианство в прошлом составляло духовную основу его культуры. Тенгрианство – это понимание и принятие себя как части природы, единение с природой. В тенгрианстве у гор, рек, деревьев, земли, как и у человека, есть духи-хранители арвахи. Поэтому человек должен уважительно и с любовью относиться ко всему окружающему миру. Тенгрианство – это культ, в основе которого лежит верование в небо, как верховное божество. Название культа Тенгри производно от китайского Тяньди, что означает владыка неба или бог. В китайском языке слово Тянь, небо или небеса, обозначается иероглифом вот таким. В то же время на тюркском языке небо звучит как кök. Появление слова Тяннер, Тенгри, объясняется тесными контактами тюркоязычных кочевников с китайской цивилизацией. От этого слова произошло название Тяньшань. Горная система переводится с китайского языка как небесные горы. Приводит факт, что Темуджин перед походами на Северный Китай и Среднюю Азию провозгласил себя Чингисханом, сыном неба, и получил благословение от верховного шамана, что вполне укладывается в современное представление о теократической природе власти правителя. Вот слово Тенгри, написанное архонским письмом. Тенгри также упоминается в качестве верховного бога монгольских племен с XIII века. Тенгрианство – это не религия, а вера и философия. В отличие от религий, созданных пророками, с их последователями, тенгрианство возникло естественным путем на основе народного мировоззрения. Своеобразной и характерной чертой этого верования являлась родственная связь человека с окружающей средой и природой. Основой тенгрианства является то, что человек не имеет превосходства над природой, животными и растениями, а он является ее частью. Особое понимание уделялось глубокому изучению неба, природных явлений, звезд, солнечного равнодействия. Для казахов и других тюркских народов тенгрианство играло важную роль в их культурной и социальной жизни. Вера в Тенгри была основой их мировоззрения, отражалась в ритуалах, обрядах и празднованиях. В верованиях тенгрианства отмечалось большое уважение к природе, которая находилась под защитой Тенгри. Леса, горы, реки и другие природные образования рассматривались как святые места, а их духи были часто усматриваемы как посланники Тенгри. У этого верования также были святыни, алтари и священные ритуалы, направленные на установление контакта с небесными силами. Выразительной особенностью тенгрианства было выделение трех зон Вселенной – небесной, земной и подземной. На протяжении истории казахи подвергались различным влияниям, включая исламизацию в результате завоеваний и межкультурных взаимодействий. Это привело к ослаблению тенгрианских верований, но некоторые его элементы все еще можно наблюдать в современной казахской культуре и традициях. Например, символы Тенгри до сих пор используются некоторыми тюркоязычными народами. В частности, казахстанский и крымско-татарский флаг имеет голубой цвет. Цвет вечного чистого неба Тенгри, Кок Тенгри. Отсюда и выходит уважительное слово Коке, к отцу или братьям отца. Некоторые праздники казахов, как Наурыз, включают обряды, направленные на почитание природы или почитание духов и святых. В прошлом казахи называли Наурыз Днем Улуса, народа или Великим Днем Улуса. Праздник с таким же названием был и у тенгрианцев. Казахи относились к небу как к отцу, земле как матери, огонь считался священным. До сих пор в табуации казахов присутствует ряд запретов, связанных с землей, водой и огнем. Никогда нельзя пинать землю, плевать на нее, так же как воду и огонь, и даже золу, что тоже указывает на следы тенгрианства. К примеру, сохранились ритуальные действия с водными источниками, которые обязательно очищали перед наступлением Науруза. Подготовка дома, пространство вокруг, его очищение – одна из важных составляющих праздника.
Осталась у нас вера в очистительную силу огня, традиция Аластау, когда Адраспаном окуривает дом или бесок. Помимо этих действий в древности, во время празднования в степи разжигали большие костры, между которыми прогоняли скот для очищения. При бессоннице у ребенка бросают щепотку соли в огонь. Дымящей веточкой арши, можжевельника, Адраспан проводят вокруг бесика перед тем, как положить ребенка. 7 очищенных камушков разогревают на огне и бросают в чашку с водой, которую держит над головой ребенка. Затем эту теплую воду дают ребенку пить, как противоядие. Горящими спичками проводят над головой ребенка, читая молитву или говоря добрые пожелания до 7 раз. Проводить можно над бесиком, головой и животиком ребенка, над матерью. Немаловажным было совместное празднование, походы друг к другу в гости. Например, раньше женщины из нескольких семей договаривались, в чьем доме будет отмечаться праздник, и собирали в складчину продукты. А если готовили порознь, то на урус-коже приносили с собой и сливали в общий котел. Кстати, это ритуальное блюдо не зря состоит из 7 ингредиентов. Дело в том, что казахи с верой относились к сакральному числу 7. 7 поколений, жетата. Милостыны в 7 тенге 7 видов богатства, это казано. Готовится на урус-коже следующим образом. Сначала варят мясо, затем в мясной бульон закладывают по порядку разные крупы: рис, кукурузу, проса, перловку и другие, какие есть в наличии, обычно в общем количестве до 7. Некоторые для вкуса добавляют растертый курт или айран. Поклонение земле и небу в природе тенгрианство напоминает поклонение святому дереву Эйва, дереву душ из фильма «Аватар». Согласно поверьям народа Нави, древесные духи являются проводниками воли Эйвы, поэтому их появление считается среди народа добрым предзнаменованием. У тюрок и в частности казахов есть традиция привязывать цветные ленточки, фрагмент древнего культа мирового дерева, существовавший еще у древних тюрков и других народов мира. Исследователи подобные явления объясняют тем, что дерево – носитель плодов, обитель духов. Легенды казахов и сказочные рассказы часто включают элементы тенгрианской мифологии. Это может быть отражено в персонажах, событиях или символах, связанных с богами и природными силами. С именем Тенгри перекликаются исторические персонажи Дайчин Тенгри. Вот он со штандартом в руке, вооруженный луком. Вот так он выглядит в мифологиях монгольских народов и народов Тибета, контактирующих с синьбийцами. Неспосланный небом культурный герой, сын неба, небесный всадник, бог войны, покровитель воинов и царь-избранник, очищающий землю от чудовищ, демонов-мангусов. А вот это Сульде Тенгри. Шлем украшен флагами. Дубиной он разгоняет злых духов, а в левой руке у него веревка, которой он связывает врагов религии. Считалось, что Сульде, правитель, является духом, хранителем народа и воплощается в знамени. Поэтому и само знамя правителя становилось объектом культа, а слово «сульт» и «тук» – синонимами. В военное время для поднятия духа армии знаменами Сульде приносились кровавые жертвы, иногда человеческие. Белое знамя состояло из 9 частей. Главное знамя водружалось в центре, вокруг него с 4 сторон 8 малых. При знамени состояло 9 знаменосцев. Все его устройство было связано с символикой священного монгола числа 9. Белое знамя изготавливалось из гриф белых жеребцов, а черное из гриф вороных жеребцов. К острию копья, игравшего роль древка, гривы привязывались длинными кистями. Для знамен были устроены святилища и разработаны ритуалы жертвоприношения. Легенда о боге Тенгри. Когда-то не было ни земли, ни неба, а был только один необъятный океан. Однажды внутри океана возник белый свет, Ахжарк, из которого образовалось сияющее золотое яйцо, в котором спал бог Тенгри, прародитель всего мира. Он спал очень долго, миллионы и миллиарды лет. И вот однажды проснулся. Тенгри разбил скорлупу яйца и вышел наружу. Из верхней части яйца Тенгри сотворил небо, а из нижней сделал землю. Чтобы небо не упало на землю и снова не воцарился хаос, Тенгри поставил между ними посох, небесный кол, Темир-Казах, полярную звезду. К полярной звезде Тенгри привязал небесных коней, звезды и созвездия, которые ходят по небу вокруг. Отделив небо и землю, Тенгри, чтобы произвести потомство, и сам разделился на мужчину и женщину. Женщину-богиню он назвал Тенгри Умай и поселил ее на вершине горы Сумеру, в небесной выси, там, где рядом с небесной горой находится молочное озеро Сутколь.
Молоко матери Тенгри Умай – это звездная дорога, Млечный путь, который протекает по всему небу и впадает в молочное озеро Суткуль. Дыхание Тенгри стало ветрами и облаками, голос громом, правый глаз Тенгри – солнце, левый глаз – луна. Громом и молниями во время грозы Тенгри поражает злых духов, мешающих жить богам и людям. Тенгри всемогущ и всесилен, каждое его слово материализуется, превращается в дела. По его слову воздвигаются горы и наполняются моря. Тенгри – верховное божество, другие боги исполняют его воли и приказы. Тенгри всесилен, и чтобы направлять людей на путь истины, он посылает к ним на землю своего избранника для испытания людей и пророка. Человек во всем зависит от хозяина неба и земли, от хозяина мира вечного Тенгри, Манги Тенгри. В служении Бога неба Тенгри состоит счастье человека. У Тенгри есть три сына – Гесер, Чингис и Ирен-Сайн. Они составляют единое целое. У них несколько имен – Уш-Курбастан, три сверстника, три хана, три властителя. Вместе они называются Телегей. Возможно, отсюда происходит христианская троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, поскольку древнетюркские и алтайские мифы древнее христианских мифов. Старший из сыновей Тенгри Гесер, его отец посылал к людям совершать разные подвиги. Средний сын Чингис, это имя означает также и море, океан, Тенгис. Младший Ирен-Сайн, им подчиняется бог Улькен, Большой, который управляет всем миром и всеми делами в нем. Упомянутое божество Умай. Умай особо высокочтимое земное женское божество, доброжелательный дух, покровительница детей и рожениц. Богиня Мать Умай многими сопоставляется с древнеиндийской Ума, которая была богиней аналогичного типа. Перед родами, охраняя роженицу и младенца, Умай располагалась у входа на левой стороне юрты, считавшейся чистой. Олицетворение женского начала отразилось и в самом имени Умай, что означало чрево матери, матку и даже отрезанную пуповину. В честь Умай в переднем углу юрты подвешали вместе с другими изображением куколку, сшитую из синей материи, которую кормили кашицей, если ребенок заболевал. Под ее особой защитой находились новорожденные дети колыбельного возраста, колыбельку которых она качала, а затем оберегала ребенка до 6 лет, пока он не встанет на ноги. От нее зависела жизнь и здоровье ребенка, так как она охраняла его от злых духов и злых сил. Казахские женщины рожали стоя, повисая на аркане или на бау, крепкой красиво вытканной ленте. Часто использовали для этого и коген. На удачу коген натягивали внутри юрта справа налево. Когда у женщин начинались роды и схватки учащались, то одна из близких родственников принималась готовить одно из быстро приготовляемых блюд. Например, хордак жарил на курдючном жире, нарезанной кубиками печень, сердце, легкое, мякоть баранины. Для этого она брала нож и со скрежетом точила край казана, при этом громко приговаривала: «Кара казан бурун псема, кара катын бурун туама». Что раньше случится? Пища в черном котле скорее сварится или черная баба раньше разродится? Кроме того, за что бы она ни бралась, она старалась сделать это как можно громче. Шумом перемешивала скворчащее мясо, гремела посудой. После того, как ребенок благополучно рождался, все должны были отведать приготовленное блюдо. Чтобы шея ребенка скорее крепла и он мог держать голову, на самое высокое место подвешивали очищенную от мяса шейную часть позвоночника овцы. Пуповину мальчика привязывали к гриве коня, а пуповину девочек прятали в сундук. Древние греки сравнивали Умай с Афродитой, богиней плодородия. Умай – родная сестра древнеиранской Анахити, вавилонской Иштар, греческой Кибили, сирийской Дирикити. В кыргызском языке Умай выступает значение сказочной птицы, которая гнездится в воздухе. Это слово заимствовано из персидского хума, где оно означает птицу, обитательницу мирового древа. По-видимому, представление о божестве Умай было некогда связано с древним общечеловеческим мотивом парящей птицы, солнечного божества. Им чаще всего выступает орел, творца всего живого, символизирующего плодовитость, плодородие. У кыргызов богиню называют Умай-Эне. Народ издревле благотворит ее.
Еще в IV веке киргизы поставили Умай-Эне памятник из камня, где изображена добрая, обаятельная женщина с олечеком на голове. Культ Умай-Эне как покровительницы младенцев и хранительницы семейного очага глубоко вошел в сознание шаманических народов Саяна-Алтая и мусульманских народов Центральной Азии. По поверью, со дня зачатия зародыша в чреве матери ребенок и его мать находятся под покровительством Умай-Эне. Например, опытные пожилые женщины-повитухи, наблюдая беременных молодух, при необходимости поправляют положение ребенка в чреве со словами: «Это не мои руки, это руки Умай, да поможет тебе Умай-Эне». Когда подходит срок появления на свет ребенка, считается, что Умай-Эне выгоняет его из утробы матери, похлопывая по ягодицам. Наличие на ягодицах на спине ребенка синих пятен объясняется следами рук Умай-Эне. Так повествует предание. В прежних границах Жетусу в Таласском районе у озера Беликуль находится каменная плита, где выбито лицо Тенгри Умай. На голове богини трехроговой убор. Воины, идя на битву, преклоняли голову и просили у нее победы. Поэтому она называет себя Умай-бек, защитница с оружием. Есть у казахов такое пожелание: Кутболсын. Пусть сила пребудет в разуме и даст благополучие. Французский исследователь Жан-Поль Ру связывал кут с тенгрианством. Тенгрианцы верили, что с появлением младенца на свет появляется и его тын, дыхание. Если младенец без тына, значит не дышит, значит он не живой. Жизненное начало зародыша в утробе женщины возникает от солнечного луча или от падающей звезды. Если замужняя женщина не забеременела, шаманы сдували зародыш на детей. Зародыши якобы висели на священных березах, как листья. Матерей и их младенцев опекает Умай. Вместе с ребенком появляется на свет его кот и тын, и они сопровождают его всю жизнь. Если кот покидает человека и не возвращается, его покидает его тын, и человек умирает, танузульда. Кот умершего переселяется в подземный мир. С загробным миром связана традиция установления балбалов, вот таких каменных изваяний, которые представляли портретное изображение умершего предка, держащего в руке каменную чашу и меч в другой руке. При этом лица статуи обращены на восток, на солнце. Нижний мир представлял собой Ерлык, бог смерти подземелья, куда отправлялись тела и души умерших. По сей день существуют такие выражения: Таныр Шарлкасан, наградить тебя небо, Кок Танара Соккан, проклятый небом. До наших дней дошли древние обычаи и приметы. При дальних переходах не ставить там, где уже было стойбище, так как там остались старые злые духи. Если у человека появлялся ревматизм, это означает, что человек вторгся на место обитания духов. В святых местах у реки, родника, на одинокое дерево вешают жартас, кусочка ткани, дань почитания духам. В тряпочку завязывают что-то ценное и говорят пожелания. Путник развязывал узелок и обрадовался: пожелание сбудется. Современная интерпретация вешает замки. Особое место в тенгрианстве выделяется Бозкурта, о магическом волке. Небесный волк – незаменимый вождь, выводивший тюрков на путь боевых побед, приносивший удачу перед боевым действием. Тюрки с уважением относились к волку. В мифе «Сын волков» рассказывается о мальчике, которого вскормила волчица, что придало юноше большую силу, превратив его в защитника своего народа, что перекликается с волчицей, вскормившей Ромула и Рема, основателей Рима. В другом мифе волк-спаситель, священный волк, спасает тюрков, показав им путь к спасению. Я также взял волка как название своего канала. Тенгри понималась как опора вселенной, как мировое дерево. Обращая свой взор к небу, древний тюрк постулировал свое мировоззренческое отношение к действительности в вертикально-пространственном аспекте, подразделяя эту вертикально верхний мир Тенгри и средний мир, где находилась земля, текла вода Су, которые в своей совокупности составляли источники существования. Тенгри было не только небом с сакральным значением, не только божеством, но и порождающим началом первичных религиозных верований казахов.
Возникновение культов неба и земли, воды связано с извечным инстинктом благодарения человека, его постоянным стремлением отблагодарить добрых богов, покровительствующих существ, которые спасают в тяжелые времена. Тенгрианство характерно именно для тюрков. Не случайно у древних тюрков высочайшая, по их представлениям, вершина мира называлась Хан Тенгри. Покровитель неба, так древние тюрки называли одну из самых высоких вершин Тянь-Шаня – пик Хан Тенгри. Он расположен на границе Казахстана, Киргизии и Китая, достигает высоту 7000 метров. Эта вершина на протяжении тысячелетий являлась священной для древних тюрков, и даже сегодня с ней связано множество легенд и верований. Еще одно название вершины – Кантау – Кровавая гора. Гора получила свое название из-за розового гранита, которым покрыта вершина. Во время заката она приобретает красный оттенок. В менталитете тюрков отношение к тенгрианству связано с уважением к Алтаю, откуда вышли прототюрки, который был местом свидания Жерсу с духами предков родов, которые поделили все тюркские земли между собой. На Алтае есть молочное озеро Sütkөл, на вершине которого находится Алтынбай-Терек, служащий проводником среднего мира и неба, что звучит как Жер Тенгри Кындыгы, пуповина земли и неба. Здесь же находится Кызылкөл, Красное озеро, где обитает знаменитая рыба Кербалык, содержащая в себе прототипы всех видов людей, скота и поддерживающие горы всего Жерсу. Основополагающим для тюрков явилось пространство, которое отмечалось привилегированность Востока, ведь они всегда шли с востока на запад. Кочевье требует пространства, оно нуждается в динамичном хозяйстве, средствах передвижения, запасах продовольствия, специальной одежде, обуви и другом. Такое понимание пространства порождало у тюрков высокую мобильность, чувство единения народа. Соответственно, понимание обособленности тюрок, их резкую отличительность от сопредельных народов и стран. С этого времени осталась установка на чуждость этих народов тюркам, которые, несмотря на все различия между собой и периодически возникающие стычки и конфликты, оставались единым народом с одной судьбой, внутри которого им было предопределено вечно бороться за свою независимость и территориальную целостность. Тюркское общество всегда характеризовалось фундаментализмом личностных отношений, которые здесь явно перевешивают экономические отношения. Тюрки сохранили свои степи и горы в таком же состоянии, в каком они пребывали сотни тысяч лет, и лишь экологический, затем и антропологический кризис 20 века пошатнули природное равновесие тюркского ареала. Тенгри есть единое во многом, многое в едином, единичное во всеобщем, всеобщее в единичном. Такой принцип этой системы. Дорогие друзья, если понравилось видео, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. Возможно, что-то я пропустил или неправильно истолковал. Буду рад вашим комментариям и подписке.